Ребята, мы заблудились, говорю на камеру как есть. Но мы в прямом смысле заблудились. Ну, мне казалось, что я помню выход, вход, и мы сделали 2 петли и возвратились на место, с которого начали идти. Сейчас, стой здесь, секунду. Не разделяемся, чтоб я тебя видел. Не разделяемся. И еще Опять это место, вот это 126. Есть такая профессия – родиной восхищаться. И сегодня мы отправляемся в древний город Старица. А точнее, мы отправляемся под землю, в старицкие каменоломни. что под нами находится дофига и больше пещерных коридоров. Вокруг которых ходит множество слухов, и в которых, как выяснилось, можно очень легко заблудиться. А еще по одной из самых красивых легенд, в этих местах когда-то жил, а может быть и живет до сих пор, Кощей Бессмертный. И вот это, Кощей, если ты нас сейчас смотришь, не спрашивай, откуда нас это. Что? Аккуратненько, не сломай. Все это нам нужно для того, чтобы спровоцировать эту энергию, условно показаться. Чтобы он к нам явился. В смысле, это кто ночью-то шляется-то? Кощей Бессмертный. В замке которого и находится спуск в эти самые пещеры. Вот эта заброшка бетонная, это на самом деле замок Кощея. Вход в пещеру находится как раз внутри этого замка Кощея. Итак, как вы уже поняли, мы прибыли в этот уютный уголок Тверской области, заселились в местную гостиницу, договорились о встрече с гидом и перешли в режим ожидания следующего дня, когда и должен был состояться наш спуск в старицкие каменоломни, где мы планируем провести ночь 1 на 1 с Кощеем Бессмертным. Когда я уйду от вас во время ночевки, вы ходите только по двое. Один никто никуда не уходит. Так, вот это вот грот, который может стать вашим местом ночевки. У этой пещеры был криминальный такой флер. Мы эти пещеры избегали. С 3 строчки здесь написаны: «Дурак тот, кто сюда идет». Первая строчка. Мы сейчас выходим наверх, заносим вещи, и дальше уже я ухожу. По легенде, тот, кто пролезает через эту щель, тот в прошлом оставляет все свои печали. Раз. О, что-то я застрял. То есть в теории, если мы сейчас вход закроем, ты не вылезешь? Прибыли мы в город прекрасный Старица, буквально за моим за моим спиной. Спинным мозгом. За моим спинным мозгом находится река Волга, находится за моей спиной. Вокруг чудесные монастыри, храмы. А что еще того краше здесь? Ну вот просто посмотрите на вот это. Да. Поля, леса, здесь Россия. Я вот на нашем путешествии, на нашей памяти даже не припомню такого места, чтобы такое компактное было, какой-то ухоженный городок или сельцо. Как вы можете догадаться, прибыли мы сюда не абы, чтобы посмотреть. И у нас мы преследуем сегодня цель, одну, о которой мы поведаем чуть позже. Ребята, оставайтесь с нами, подписывайтесь, прожимайте лайки, потому что вы живете в России, русские, и очень красивый вид. Вид, но на 5 зимой. Я просто могу вам сказать одно: летом сюда не надо приезжать, потому что ты умрешь от разрыва селезенки, от радости и красот, которые нас окружают. Давайте рассмотрим самую распространенную и любопытную легенду о возникновении названия города Старица. По преданию, в 1297 году тверской князь Михаил прибыл на пепелище, оставшееся от города Любим, в результате вторжения монголо-татарского ига. Князь был удивлен и опечален тому, как некогда великий город был превращен в дымящиеся руины. В этот момент навстречу тверскому князю вышла одна единственная старушка, которую Михаил и спросил: «Кто ты, бабушка?» «Я Старица», — ответила та. Отсюда и пошло название нового города, который князь Михаил приказал строить поверх старого. Серег, а ты что делаешь? Ну как, что, отстраиваюсь? Сказали же отстраиваться. Вот я и отстраиваюсь. Ты чё? 21 век на дворе. В наше время все намного проще. Вот смотри, кредитная карта Тинькофф Platinum. Она поможет тебе решить большинство твоих проблем. О, а ну-ка дай глянуть.
Кредитная карта Тинькофф Platinum обладает невероятными свойствами. Например, используя ее, можно получать кэшбэк до 30% по спецпредложениям партнеров банка или до 1% за любые другие траты по карте. Пополняется кредитная карта Тинькофф Platinum бесплатно в любых банкоматах. А если ты оформишь эту карту в течение марта, то получишь вечное бесплатное обслуживание. Максимальный кредитный лимит по карте Тинькофф Platinum составляет 1 миллион рублей с беспроцентным периодом в 55 дней. Также есть возможность бесплатных переводов на карты других банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки Тинькофф Про и до 100 тысяч рублей в месяц с подпиской. Чего ты раньше-то молчал? Я тут мучаюсь, надрываюсь. Сейчас все по уму сделаю. Закажу себе карту по ссылке в описании. До рабочих найму, чтобы в кратчайший срок все свои дела до проблемы решить. Это тот самый мост, который можно видеть практически на всех фотографиях, когда речь заходит про этот городок. Я, правда, до сих пор не знаю, городок или село, но в Википедии, например, в авторитетном издании, которое можно править хоть каждый день, написано, что это город. Ну или поселок городского типа. Ребята, кто живет в Старице, живите здесь дальше и уважайте и любите каждый метр этого прекрасного места. Интересно, а у нас есть зрители в Старице, как думаешь? Конечно, есть. Но если в Старице нет, то, возможно, есть Тверские. Тверские, ребята, привет! Блин, у меня аж прям дурно становится, когда вниз смотрю. Кого кто-то писал сверху, видишь? Так, мы сейчас идем, значит, по этому мосту на следующую точку нашего маршрута, пока мы изучаем это место. Это должна быть музей или столовая какая-то, мы еще не решили. Столовая, скорее всего. Потому что в музее, что мы не видели в музее? Экспонаты. А вот на еду посмотреть получается не всегда. Слушай, а вот когда моста не было, как тут, интересно, люди обходились? Ну как, вот так. Да ну нахуй, мост нужен. Короче, вот это набережная, мы все долго думали, где тут набережная, а сейчас вот мы сверху моста шли, увидели вот это. Знаете, ребят, если не можете найти набережную, есть один очень простой и доступный лайфхак. Набережная образуется из двух производных на берегу. И судя по тому, что тут что такое новенькое, чистенькое, это она и есть. Тут старовчане гуляют по вечерам. Старицы. Нет, старовчане. Почему А старовчане? я, по-моему, смотрел. В общем, здесь у них пляжная зона. Я видел фотографии, тут песочек такой, знаешь, прям практически. Как вот в Западном Крыму, прям желтый песочек, там мячики, зонтики, там тетеньки, дяденьки в купальниках ходят. Такое, сколько, я не знаю, какой температуры Волги, может быть, 87. летом. Комплексное сооружение вот это, я не знаю, как оно правильно называется, мы, наверное, туда сейчас подъедем, уточним. Как думаешь, какого года оно? 1778-го. Ну, почти, 1110-го. Ну, я так сказал. Подожди, ребята, дезинфа пошла. Не 1110, а Александр. Этому 300 лет даже нет. Может, монастырь основан в 1100 каком-то, а все это... Могу, что за жара пошла? В следующий раз молчи. Никому не душно, нет? Если вы знаете какие-то легенды мистического толка про Тверь, пишите в комментариях. Если какая-то нас впечатлит, мы приедем и проверим. С какого-то пригорочка спускаемся. Ну, возможно, уже в который раз вокруг одной и той же церквушки ходим, но как красиво, а? Плюс еще в какой-то момент вот запах бани или что-то Да, я такое. тоже, кстати, почувствовал кострище какое-то. Это печь. Прямо какое-то детство прям сразу вспомнилось. Или как это сказать? Почему-то меня прям вспомнил. Вот даром говорят, запахи, они передают какие-то воспоминания. Запахи активируют какие-то памятные ячейки в башке. Ого, ласточки. И почему-то у меня прям вот именно здесь это прям неожиданно ярко начало из детства вспоминать какие-то кадры. И в первую очередь вот с этим запахом, который здесь. Ну, это приятный запах, к слову. Короче, я для себя такой, знаешь... Писал бы, знаешь, дневник такой. Я подписал бы. Старица, город, вернувший меня в детство. Хотя в моем детстве... Но я думаю, не старица, а носик. Ты же понюхал печь или что, учуял, да? Да, хотя тут ничего не похоже на наш Троицк, даже близко, и на окрестности. Знаешь, что самое странное? Я в баню первый раз с тобой сходил. Это по-хорошему должно звучать, не думайте. Ну, в детстве я в бане не был, но почему-то именно с детством этот запах у меня теперь ассоциируется. Ну, может быть, ну, не знаю, у нас же были там банные комплексы, может быть, с них какая-то там тянулась. Ну, короче, мне комфортно ощущаюсь я тут, скажем так. И хотя запахи из детства с улочек города Старицы мы передать вам не можем, давайте проведем эксперимент другого толку. Сейчас вы посмотрите небольшую нарезку из различных кадров, а после ее просмотра
Оставьте под видео комментарий, что вы почувствовали. Свет, тепло, эхо из детства или, быть может, что-то еще. Спасибо большое всем, кто поделился своими внутренними ощущениями. Однако вернемся к Старице, разнообразие и наследие, которые мы изначально планировали раскрыть намного детальнее, предварительно договорившись с владельцем одного из частных музеев, коих здесь имеется в достатке, на экскурсию, во время которой будет осуществляться видеосъемка с последующей демонстрацией для нашей аудитории. Однако, прибыв на место, как нам кажется, у нас состоялся весьма дурацкий диалог с представителями музея, из которого мы поняли, что огласка и демонстрация тех или иных особенностей региона находятся вне поля интересов сотрудников данного культурного заведения. Сколько времени вам надо? Ну, минут 30, да. Давайте тогда я отсюда начну. Так, а вам диктофон можно будет повесить? Нет, зачем? Я не буду вам это самое на диктофон что говорить. Зачем? Для чего это? Уже... Пока все равно видеосъемка будет идти. Нет, видеосъемка, подожди. Я вам расскажу про Старицу немножко, 3 минуты 5, без съемок. Ну, меня-то не будете вы снимать, я вам сразу говорю. И ведь потом, возможно, кто-то из этих людей будет сетовать на то, что музеи никому не нужны и современной молодежи ничего не интересно. Получается, что когда заходит речь о том, что надо что-то показать и рассказать про нашу культуру, про то, что все забывают, что умирает, популяризация. Выясняется, что люди, которые это занимаются этим, они абсолютно против этого. Они не понимают, зачем это нужно, что вы про нас будете плохо говорить, поклеп, и прочие намеки. Да, хотя хорошего-то и сказать не получится. Может быть, вы нам объясните в комментариях, почему сразу все в штыки это воспринимать. Не надо нам такой популяризации, это плохо. Иначе мы никогда не победим эту голливудскую культуру, которая со всех сторон нас подперла и практически на лопатки положила. Вот это место, если вы приедете в Старице, вам нужно посетить. Оно, наверное, самое первое, что в глаза бросается, это такой белый Кремль и на территории храмовый комплекс. Мы до этого вокруг него все ездили, со стороны вам показывали, и вот мы сюда зашли походить. Суть в том, что нам разрешили тут все снимать, показывать, кроме интервью, на которые надо заранее договариваться, чего мы, естественно, не сделали, потому что такой цель не преследовали. Но мы сейчас здесь все походим, быстренько поснимаем, покажем вам, и вы сами обязательно сюда приезжайте, летом желательно, наверное, чтобы вообще полностью все ощутить. Но здесь батюшки, монахи, все вообще. Вот люди, которым можно сказать действительно искренне спасибо за человеческую реакцию. Да, и если вы посмотрите этот выпуск, то огромный привет, особенно монаху Макарию. Старицкий Свято-Успенский монастырь. Есть несколько версий, когда на этом месте основали первый монастырь, но самая ранняя дата основания, которую мы смогли отыскать, отсылает нас в XII век. Само собой, постройки, дожившие до наших дней, образовались уже многим позже. В одном из подвальных помещений находится костница, место упокоения останков усопших в XVIII-XIX веке. Но об этом мы узнали уже многим позже. На территории имеется часовня, купель, древнее кладбище. Наш канал, как вы знаете, не специализируется на монастырях, поэтому лучше приезжайте сюда лично, погуляйте, посетите местную трапезную. А мы, пожалуй, займемся тем, ради чего приехали в Старицу изначально. Будем готовиться к погружению в каменоломни. Вот смотри, какое кладбище старое. Смотри, сколько тут всего было. Кто-нибудь даты какие-нибудь видит? 1208. Где? Вот. 1208. Это 800 лет назад. Москва была еще совсем юная.
салатики, да, можно? Цезарь. Спаржа, рис и тефтели. Ну что, ребята, мы сейчас отведаем старицкой кухни. Смотрите, вот. Пока все очень вкусно. Натурпродукт. Русский бургер. И цезарь. Слышь, а как такой. русский бургер будет? Бутерброд. Котлет с хлебом. Ну, прям по-домашнему. Без химикатов. Знаете? А те что, вкусно? Подожди, а другие бургеры что, потом с химикатами, что ли? В Макдональдсе, да. Благо теперь вкусная точка, все есть правила. Да, это да, однозначно. Мне очень вкусно. Получается так, что это место самые, наверное, догадливые, кто вообще бывал здесь, а такие наверняка есть зрители среди нас, знают, что под нами, под этой самой Кровати. селом, городом, неважно, находится дофига и больше пещерных каких-то там коридоров. Да, их, насколько мы знаем, около 10 входов. Эти пещеры — это подземный комплекс, получается, целые катакомбы, которые мы не будем светить, координаты мы тоже их не будем давать, но У нас есть на то причина, нас попросил гид, с которым мы завтра встретимся, и уже более подробно будут конкретные вещи нам рассказывать, показывать. Но информация такая есть, что аномальных событий, аномальные были мистических называют, но на понятном языке, их происходит очень много. Слуховые галлюцинации, визуальные галлюцинации. Там появляются и какие-то нимфы. И там очень красиво. Там летучие мыши такие прям пачками виноградными спят. Самое главное. По одной из легенд, в старицких каменоломнях обитает Кощей Бессмертный. Тот самый из русских сказок. Кощей Бессмертный. Персонаж славянской мифологии, главный злодей русских сказок. Многими он представляется как старый жилистый колдун, творящий злые дела и похищающий людей. Самое ценное для Кощея – это его бессмертие, которое можно оборвать, если знать, где спрятана волшебная игла, переломив которую вы и убьете Кощея. Кощей Бессмертный ассоциируется у всех с чем? С цепочкой вот этой смерти. Игла, там утки, зайцы. Да-да-да, ларец. Где все это взять? Утку зайцем? Утку, зайца, иглу, яйцо. что Так, там это еще было? сейчас не вопрос. Там же из лука надо было стрелять. Сань! В смысле? Это кто ночью-то шляется-то? В ночью стучит. Мне кажется, это... Может быть, Леха пришел? О, нифига. Ты приходил, принес мне вот это вот. Ну, красава. Лех, спасибо, слышь? Дверь закрой. Нам понадобится ларец. В руках у меня сейчас сундук из красного дерева, из массива Очень красивый, красного очень дерева. Он дорогой. очень красивый. На нем инкрустация бриллиантами, там 666 карат, по-моему. Аккуратно, ты че такой дороговизну? Тяжелая жесть. Короче, Шурен нам еще настрелял, получается, Санек, ты утку подстрелил? Да-да-да, вот утка. Утка, вот эта утка, сейчас начнется, это гусь. Как там было? Ларец, в нем утка, в ней заяц. Это вот ты прям в магазине, что ли, подстрелил с биркой? Ну вот только что в окно стреляли мы. А, с биркой, ну все, понял, заяц. Штяк. И самое главное, яичко, оно вареное. Яйцо, яичко — это медицинский термин, яйцо. И вот это, Кощей, если ты нас сейчас смотришь, не спрашивай, откуда нас это. Стой. Аккуратненько, не сломай. Кощеюшка нам еще нужен. Так. Вот так, наверное. Вот она, погибель Кощеева. Какой классный, утка. Санек, ну ты добытчик. Красава. Поздравляю, друзья, у нас готов цепочка артефактов «Смерть Кощея». Все это нам нужно для того, чтобы, может быть, если Кощей — это какая-то энергия физическая, неосязаемая, для того, чтобы спровоцировать эту энергию, условно показаться. Чтобы он к нам явился в какой-то, не знаю, может быть, какие-то события будут происходить, может быть, мы что-то услышим, может быть, мы что-то снимем и покажем вам. Но
Я вам даю все зубы Санька. Просто все его руки, ноги на отсечение свои не буду дать. Правильно. Что такой эксперимент никто не делал. Мы здесь с ребятами вышли подышать воздухом, посмотреть на вид, потому что, если обратить внимание, что здесь очень тихо. Здесь потрясающий воздух, здесь потрясающие виды. Один мост за моим левым плечом чего стоит, я не знаю, видно вам или нет. Старица просто прекрасный город. Но я буду называть это город, потому что селом, деревней у меня язык не повернется назвать. Такое чудесное место. Мы завтра отправляемся в пещеры. Мы еще никогда не были в пещерах. Конечно же, там мы просто все утыкаем диктофонами. Будем использовать по максимуму нашу какую-то технику, которую можем использовать. Мы, собственно, попросили гида, чтобы он нам указал стояночное место, где можно палатку так поставить. Мы отправляемся в пещеры на поиски Кощея. А перед этим мы, конечно же, поспим, потому что отправляться в пещеры нужно бодрыми, выспавшимися и трезвыми. Доброе утро, друзья! Сегодня мы отправляемся с гидом в мистическую экскурсию, получается, фольклорную, по местным катакомбам, каменоломням старицким. Мне так это видится, а что на самом деле нас там ждет, мы уже очень-очень скоро узнаем. Поехали! Итак, весь день, пока было светло, мы ездили по Старице, разглядывая местные пейзажи, архитектуру и памятники, попутно закупая все самое необходимое для посещения одного из старицких подземелий. В 8 часов вечера на обозначенной точке нас ожидал гид, с которым мы заранее договорились о небольшой экскурсии. Знакомьтесь, Сергей Никифоров. Человек надежный и ответственный, яркий пример тому, что такое клиентоориентированность и как нужно заниматься любимым делом. Многие годы Сергей водит группы туристов по окрестностям Старицы, включая многочисленные пещеры, и увлеченно рассказывает различные легенды и сказания об этих местах. Как люди, которые в ту поездку столкнулись с полным безразличием к популяризации отечественного фольклора, можем смело рекомендовать Сергея всем, кто захочет лично побывать в одной из старицких пещер, без риска заблудиться. А такие риски, поверьте, есть. Мы проверили на себе. Значит, где-то... Во, туда надо идти, короче, наверное. Вот, крот. В кроте мы были? Я не помню. Я увлечен камерой был. Ну что началось-то? Нет, стой, мы там не были. Ну мы в прямом смысле заблудились. У меня как болит поясница, поснимай, как поясница болит. Покажи, как она болит. Вот как у него, вот как поясница болит. Ой, молодец, хорошая булочка, кто хорошая... Друзья, спешим напомнить вам, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы публикуем дополнительный материал по мотивам нашей деятельности. Фотоподборки с поездок, планы на будущее, не вошедшие в основные выпуски эпизоды, смешные моменты со съемок и многое другое, включая живое общение. Иными словами, там вы увидите все то, что по тем или иным причинам мы не можем размещать на основном канале. Поэтому те люди, кому мало активностей, что имеются в центральных выпусках, могут смело подписываться на нашу телегу по ссылочке, которую мы оставим в описании. Дошли мы с вами до окраины города Старица, вон там вдалеке видны огонечки. Прямо перед нами внизу лента реки Волги, которая здесь малюсенькая, всего лишь где-то 70 метров шириной. А вот эта заброшка бетонная, это на самом деле замок Кощея. Откуда эта красота появилась? Значит, в начале 2000-х годов было модно размещать в маленьких городах сказочных персонажей для увеличения турпривлекательности региона. И, значит, один из наших губернаторов говорит: Старица, а у вас же там есть подземелья, а давайте-ка мы сделаем Старицу родиной Кощея Бессмертного. Чиновники взяли под козырек, выделили на это деньги
грант, нашли самую близкую пещеру к городу, то самое место, где мы с вами находимся, сделали проект и начали строить. Чтобы вы понимали, здесь должна была быть гостиница, сувенирный магазин, зона питания, музей Кощея, лестница вниз к Волге, и вдоль берега Волги до самого монастыря, почти 1,5 километра, начали все это строить. И тут, как гласит официальная версия, внезапно кончились деньги. И вход в пещеру находится как раз внутри этого замка Кощея. И это самая сложная часть нашей экспедиции, это спуск вниз. Главное, не торопитесь. Без спешечки, идем спокойно. Да, действительно, снег хороший. Все в порядке, пока вроде никого нет. Сейчас тот проем тоже проверю. Замок Кощея, ребят. Видите, здесь вся стена зарисована глазами. Здесь снимали какой-то фильм «Глаз», русский боевик или ужасы, что-то такое. И я не присутствовал, мне говорили, какая-то там была сцена, почему здесь все в глазах изрисовали, потому что вот именно здесь он давил глаза последней своей жертве. Все в пещере держится на честном слове. Мы ни в коем случае не трогаем стены. Где-то стены прочные, твердые, монолитные, как у вас в квартире, где-то стены развалюшка. Поэтому стены, потолок мы не трогаем. По полу ходим осторожно. Внимательно смотрим, куда мы наступаем, не подскальзываемся, не спотыкаемся, не торопимся, не паникуем. Когда я уйду от вас во время ночевки, вы ходите только по двое. Один никто никуда не уходит. Если кто-то хочет идти один, он прям вот я бы даже, если честно, вас бы связал бы попарно, таким бы метровым шнуром, чтобы по одному вы никуда не разбегались. Это очень небезопасно. Внутри мы с вами увидим старинные деревянные опоры. Этим опорам больше, чем 150 лет. Они такие стоят, покосившиеся, прогнившие, кажется, их пальчиком тронь, и они развалятся в труху. Но на самом деле эти бревна, несмотря на свой стрёмный внешний вид, могут держать важный баланс плит на потолке. И мы ее уберем, что-то там скрипнет, упадет, и все рухнет. Нам это не нужно, поэтому опоры мы обходим за метр. То есть внутри мы с вами увидим настоящих живых летучих мышей. Они сейчас находятся в зимней спячке, не нападают на людей, не питаются человеческой кровью. Есть мыши летучие в Южной Америке, откуда пошла вот эта тема с вампирами. Они садятся на спину крупному рогатому скоту, делают надкус и начинают слизывать кровь. Вот они эту кровь слезали, полетели дальше. Ну и плюс они на солнце не летают, только в темноте, и поэтому такие поверья. Наши летучие мыши на людей не нападают. Телефоны переводим в режим полет. Они там начинают искать базовую станцию и очень быстро разряжаются, а внутри связи нет. Над нами будет 22 метра грунта. По пещере не бегаем, не кричим, не суетимся, и фонариками в глаза друг другу мне и себе не светим. Про эти пещеры я знаю все, потому что всю свою жизнь, 40 лет, я занимаюсь изучением этих пещер, по ним хожу, гуляю и буду рад любым вашим вопросам. Значит, вот этот белый камень и все вот эти белые стены, на самом деле всей этой красоте приблизительно 310 миллионов лет. Раньше на территории всей центральной России плескался огромный океан. Он назывался Тетис. Он был очень мелкий, хорошо прогревался солнцем. На дне его было очень много разной жизни. Разные моллюски, раковины, завитушки и прочее. И постепенно этот океан начал мелеть и ссыхать. И известняк, вот этот белый камень, это донное отложение этого океана. То, что под действием давления и времени спрессовался в такие мощные пласты горных пород. И потом пришли каменобои, эти пласты начали добывать. Хотел сказать, что мы с вами гуляем сейчас в дне океана. То есть можно у вас там хэштег ставить «прогулка по дну океана» или «ночевка на дне океана», как губка Боб. И смотрите, когда мы с вами по пещере гуляем, мы видим следы этого океана. Например, вот эта завитушка – это окаменелая раковина гастропода возрастом 310 миллионов лет.
посмотрите, пожалуйста, сюда. Вы увидите здесь такую вот щель шириной 10 сантиметров и следы кайла, такие зарубки. Дальше они начинали вбивать железные клинья в верхний пласт. На корточке, если присядете, увидите от этих клиньев отметки. Раз, два, видно, да? 3, 4, 5. Пласт откалывался, падал. Его оттаскивали, придавали ему такую первичную форму параллелепипеда. И этот параллелепипед на жаргоне каменобоев назывался кабан. Чем крупнее ты отколол плиту, тем дороже мог больше сделать кабан, дороже мог ее продать. И крупные кабаны, огромные камни, во-первых, шли на фундаменты огромных построек, домов, колоколен, каких-то там мостов, а во-вторых, использовались для того, чтобы делать надгробные плиты. И 100, 300 и 500 лет назад не было светодиодных фонариков. И как думаете, чем освещались пещеры? Факелами. Молодец! Что, что сказал? Лучинами. Это заново, можешь вопрос задать? Чем же освещались пещеры? Лучинами. Блин, ты откуда ты знаешь? Он сказал. Я понял. Ладно, значит, смотрите, лучины — это Сейчас щепочка. тогда, если не будет этот ткачей, такой, этих я себе тут оставлю, с ними весело. Да. Значит, лучина — щепочка длиной приблизительно 50-60 сантиметров. Эта щепочка вставлялась вот в эти прорези в стенах. И пока лучина горела, был свет. Лучина горела приблизительно 6 минут. Как только доходила до конца, образовался вот такой потек копоти. Вон там, смотрите, Сергей смотрит. Это все потеки копоти. Значит, вот в пещере за свет отвечали дети. Дети ходили по этим многочисленным ходам с окапочкой лучин под мышкой. Их задача была вовремя эти лучины менять, чтобы у взрослых всегда был свет. Такие поленницы из камня называются бутовые кладки. Или второе их название – бабьи кладки, потому что это дело рук женщин. Значит, 3 функции у этих бутовых кладок. Во-первых, это порядок на полу. Видите, по ровному полу можно было выкатывать кабаны любых размеров. Во-вторых, бутовые кладки – это склад готовой продукции, потому что когда бут стоил дорого, его было выгодно продавать, когда дешево, было выгодно придержать. И, собственно, вот это вот по всей пещере много-много таких вот поленниц и камня бута, готовых отправки. И третье, бут защищал от обвалов. Здесь, извините, люди кувалдами и ломами, что называется, мочили по стенам, и периодически случались обвалы. И люди здесь, конечно же, гибли. О чем мы находим упоминания в старинных церковных книгах, где в качестве причины смерти указывается: завалило камнями, погиб в каменоломне, погиб при добыче камня. И эти смерти были постоянны. Вот. Но в случае падения свода, если здесь была бутовая кладка, часть свода ложилась на бутовую кладку, на пол, и у каменобоев был шанс выбраться вот в этот треугольник жизни, образованный бутовой кладкой, полом и упавшим сводом. По поводу того, в последнее время падали ли пласты или нет. Падали. Когда эту пещеру пытались привести в порядок, они многие пласты умышленно клали сверху, то есть видят? Аварийный, да. Его положили ломом, по идее его должны были раздробить и вытащить на поверхность, но деньги кончились, как бы на это денег не осталось. Так, вот это вот грот, который может стать вашим местом ночевки. Места здесь много. У этой пещеры был криминальный такой флер, потому что здесь тусовалась местная старецкая молодежь. И эта молодежь, как сказать, ну, понятно, там лет 30 назад в Старице кафешек и прочего не было. И сюда вот спускалась молодежь, употребляла здесь в том числе горячительные напитки. И она не любила, когда сюда кто-то ходит, ну, не местный, что называется, и были всякие такие разговоры. А ты кто такой? Откуда ты приехал? Это везде так было. Да, В 90-х, А нулевых. часы есть, а сколько время, отдай поносить. А что, за музыку слушаешь? Да, вот такое. Вот здесь вот тоже мы эти пещеры избегали. Но потом эти ребята куда-то пропали, а на Я могу сказать, куда они пропали. Ну скажи. Наркоманили все и Ну, сели. в том числе. Кто-то сел, кто-то стал посерьезнее. Кто-то в пещере сейчас ходит. Да. Вот эти глаза, говорят, моргают тоже. Но это как бы вот... Если тут будете ночевать, обратите Я внимание. бы вот тут остался. Но я даже отсюда дорогу не знаю. Хороший гротик.
здесь находится легендарная Люсина щель. Ой, я знаю. Ну, звучит интимно. Смотрите, по легенде, тот, кто пролезает через эту щель, все видят щель. Тащит Люси алименты. Нет, нет, нет. Тот в прошлом оставляет все свои печали. Раз. Ой, что-то я застрял. Никогда не застревал. Все за мной. Серег, пролезай, мы возьмем технику, не переживай. То есть в теории, если мы сейчас вход закроем, ты не вылезешь? Ну, тут есть другие способы. Я был рожден для этого. Сань, с днем рождения. А вот еще одна козюлечка спит маленькая. А смотри, чем глубже, тем они упитанней. Согласен. Ты про Сашу? Тоже видите, вышли на перекресток. Раз, два, 3, 4, 5 ходов в разные Ты стороны. все знаешь, куда. Ну, конечно. Мы идем самыми оптимальными ходами, чтобы меньше всего ползать. Так, следующее препятствие называется коридор, заполненный жажей. Жажа – это вот такая вот смесь глины, воды и извести. И она пытается снять с вас ботинки, поэтому идем аккуратно по краешку. Так, следующее интересное местечко. Значит, оно интересно вот этой вот надписью. Это дата 1898, марта 20. Стоп. Ты это не с тех же лет это? Это с тех лет надпись. Именно вот Фома, СБ, ЛНП. А как можно быть уверен, что с тех пор надпись, потому что любой может написать? Любой может написать, правильно. Но смотри, какая штука. Значит, надписи, даты в пещерах – это не редкость. Самую старинную надпись, которую я видел, 1857. И здесь, смотри, вот прям по дизайну букв, по характеру надписи, я думаю, что это все-таки оригинал. Но даты встречаются нередко. А вот осмысленные надписи встретить в пещере – это огромная удача. И вот здесь вот на стене осмысленная надпись. С 3 строчки здесь написаны «Дурак тот, кто сюда идет». Первая строчка. Вторая «Да еще 50 рублей». И третья строчка «В мир дает». То есть дурак тот, кто сюда идет, да еще 50 рублей в мир дает. И эта надпись нас переносит в те времена, когда здесь добывали камень. В чем ее суть? Значит, добывать камень в пещерах было очень выгодно. Невероятно выгодно, потому что крестьянин за 3 месяца в году, декабрь, январь и февраль, это самые безопасные месяцы добычи камня, мог заработать 35-40 рублей на середину 19 века. Тогда корова стоила 6 рублей. Даже если через коров перевести, сейчас корова стоит 120 тысяч рублей, зарабатывали за 3 месяца они 800 тысяч рублей. Вот представь, обычному крестьянину, и вдруг он 3 месяца поработал, у него 800 тысяч рублей. Каменный дом стоил 100 рублей. То есть за 3 сезона он мог купить себе каменный дом. Это, как сейчас, наверное, 5 миллионов. И поэтому все стремились добывать. Артель выкупала право на добычу камня, и она давала в мир определенную сумму, типа взятки, 50 рублей. Работа была выгодная, но вместе с тем можно было и навсегда здесь и остаться. Понятно, да? И сейчас у нас с вами гвоздь нашей прогулки. Мы сейчас из вас 4 выбираем лидера, и лидер нас выводит к выходу. Да я вас... Серега уже... Серега! Ребята, что досмотрели до этого момента? Обращаемся к вам, как к людям, которые могут влиять на время и пространство. Огромная человеческая просьба. Прожмите лайк под этим видео. Черт с ней, с отключенной монетизацией. Мы уже смирились с тем, что продвигать молодые русскоязычные каналы для Ютуба не является приоритетной задачей. Но нам крайне важно понимать, что наше путешествие находит отклик в ваших сердцах. Поэтому, если вам нравятся наши легкие и непринужденные приключения, и вы хотите максимально воодушевить нас на новые свершения, жмите палец вверх. А еще, таким образом, вы поможете этому выпуску найти своего зрителя и в других частях нашей необъятной страны. Так уж устроены алгоритмы Ютуба. Покорно всех благодарим. Так, теперь слушаем, какие правила для лидера. Первое правило для лидера. Ты должен назначить замыкающего. Мы должны не растерять команду. Любого человека. он будет замыкающим. Все, то есть ты когда идешь,
постоянно говоришь замыкающий, он тебе говорит, я здесь. Понятно, да? Второе, ты себе должен выбрать правую руку любого человека, кроме меня. Леха рядом идет. Леха рядом. Леха тебе будет подсказывать. Да. Леха второй, я третий, ты четвертый. Да, да, идеально. Дальше. Мы нигде не ползали на животе. То есть плюс-минус ты должен нас Не полностью... знаю, я вот помню, было иначе. В нашем квесте стоп-слово. Желтый кокос. Если вы хором говорите «желтый кокос», то из любой части пещеры я вас вывожу на выход. Я никуда от вас не убегаю, все время иду вот так предпоследним, предпоследним. Все, пойдем, Сергей. Пойдем. Желтый кокос. Запомнил стоп-слово? Я так больше не могу. Там типа это, Санек, ты там? Да, тут. Хорошо, молодец. Вот смотрите, кстати, кость чья-то, обратите внимание. Вот. Копчик чей-то. Нет, мне кажется, это лопатка баранья или еще что-то. А что тут баран делал? Это хвост русалки, Лех. Точно мы здесь шли-то, ребята? Нет. Здесь я веду, но началось. Серег, ты готовься, минуты через 2 примерно будет первое предательство, поэтому... Капитан, в команде зреет бунт. 2 минуты идем, ну что началось-то? Вот, крот. В кроте мы были? Я не помню. Стрелочка туда желтая. Нет, стой, мы там не были. Я увлечен камерой был. Ну, нам торопиться некуда. Так, узнаете вот это местечко? Красная звезда. Да, надпись. Вот отсюда мы начали квест наш. То есть ты сделал такую как бы круг, вот отсюда мы начали квест. Засними, вот оно, 20 марта. Теперь стало понятно, как тут плутать. Подожди, во-первых, я сюда специально вернулся. Теперь я точно знаю, что нам надо идти направо, просто проверял. Не, ну мы вышли-то оттуда. А сейчас С надо этой идти надписи. направо. То есть нам туда, значит, надо. Видите, да, как мы кайфанули, круганули? Это Мы надпись. вышли отсюда. Мы отсюда вышли. Я значит, понял, мы значит, просто туда, там не там свернули. Да. Нормально вообще. Знаешь, почему нас именно от этой надписи начали квест предложили делать? Потому что есть какой-то, извиняюсь, не самый очевидный поворот, который мы пропускаем. Я тоже так об этом подумал. Подожди, сейчас. Давайте только не сдаваться, потом я попробую. Сейчас, если- Конечно, Я конечно. курить хочу. Так. Ребята, мы заблудились, говорю на камеру как есть. Конечно, любой, кто пришел от пещеры снимать постанову, он бы так и сказал. Мы заблудились, а сами на входе тусуются. Но мы в прямом смысле заблудились. С небольшим нюансом, конечно, но заблудились. Серег, ну, без шуток. Вот если вот, что сейчас произошло? Ну, примерно я почти, мне кажется, казалось, что я помню выход, вход, и мы сделали 2 петли и возвратились на место, с которого начали идти. Порядка уже запыхался, просто лазить. И жарко, жутко. Сейчас продолжим. Сейчас, стой здесь, секунду. Не разделяемся. Чтоб я тебя видел. Не разделяемся. Ну, хер с ним, пойдем сюда. И еще. Опять это место, вот это, 126. Да, оно было. Когда туда? Значит, где-то... Во, туда надо идти, короче, наверное. Короче, желтые помидоры, ананас. Прикинь, 2 круга Я сделали понял. чистых. Кстати, а можно я один раз попробую? Ну давайте кто-нибудь еще попробует. Дайте я раз попробую. Ну, в смысле, мы сюда приехали за квестом. Блин. Да. Короче, ребят, мы уже 3-й раз на этот надпись выходили. Теперь ведет нас Илюха. Сань, ты тут? Тут кто-нибудь тут? Тут. Тут, Саня? Туда мы ходили. Фору знаешь, как сделать? Вот так. Мам! Не. Так. Вызвался самый. А вот щель. Какая там Лизина щель или как она? Люсина. А, Люсина.
Да, тут можно ноги сломать, я это тоже запомнил. То, что вы прошли по-своему, я по-своему. Ну, мне кажется, ты правильно идешь. Ну, ты должна женскую интуицию что-то подсказывать. Солнце кто-то видел это? Я видел, я его фоткал. Все. Ну, а тут уже, наверное, прямый, просто не заблудишься. Потому что это уже Кощееву замку выход. Молодец! Да, Я победил. пацаны, все, с вас 15 тысяч, вернули за вами в воскресенье. А можно статистику получить? Сколько процентов само выходит? Сами выходят люди? Да. Ну, смотри, объясню. Смотри, если люди торопятся, то они быстро сдаются. А если люди, как вы, не торопясь, по фану, попробуем, давайте попробуем, такие часто выходят. Еще знаешь, какая штука? Когда ты не знаешь, что делать, можно попробовать отключить мозг, и тебя ноги как будто сами иногда ведут. Вот в твоем случае так прям получилось, потому что ты ни одной ошибки не допустил. Просто вел и вел. И это очень редко так было. Ну, как вы поняли, ребята, это был мини-квест, во время которого мы вначале заблудились, но потом усилиями Сереги выплутали. Он от скромности даже спиной повернулся. Ну и, собственно, немного паники, немного активации мозговых клеток, и мы на поверхности в замке Кощея. Ну что, смотрите, какой сейчас план. Мы сейчас выходим наверх, заносим вещи, внутри записываем легенды, несколько штук, правильно? И дальше уже я ухожу. Что же, здесь мы, пожалуй, поставим паузу, чтобы перевести дух. Но уже в следующем выпуске мы останемся в этой пещере одни и попытаемся заночевать в ней. Как вы уже, наверное, догадались, в какой-то момент мы не сможем удержаться и отправимся изучать те ответвления пещеры, которые не посещали с гидом. Разумеется, мы возьмем с собой ларец с Кощеевой смертью, вспомним несколько легенд, связанных с этой пещерой, и расскажем о том, как безалаберность и спонтанность привела к гибели человека в этом самом месте буквально год назад. Ну и, конечно же, фотоловушки и диктофоны мы также будем держать наготове, чтобы полностью проникнуться подземным миром, окружающим нас. Что можно сказать под самое завершение? К сожалению, а может быть и к радости, ничего нового мы вам не сообщим. Наша огромная страна – это бескрайний кладезь легенд и сюжетов, а у каждого города есть свои уникальные истории, которые так и просятся, чтобы их рассказали. И всякий раз, когда ты пытаешься осознать все эти масштабы, у тебя попросту захватывает дух. Старица не стала исключением. Невероятно атмосферная на поверхности и интригующе загадочная под землей, она ждет вас в свои объятия, чтобы поделиться своим богатым наследием. Привет, Россия! Привет, мир! Ты слышишь? А мы не знаем, где ты. Пройдите чуть вперед. Куда? По веревке? Я отсюда просто издалека свет вижу, вас не вижу. Стой там, я иду за тобой. Погоди, нельзя разделяться. Сань, ну ты что, гонишь, что ли? Ну тебе же говорили не делать вот эту хуйню. Илья, поснимай сюда. Сейчас у меня фонарь сел на камере. Вообще с концами? Да.